Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы с вами продолжим рассматривать вот эту вот большую бабочку. И сегодня я вам покажу, как связать вот это вот верхнее крыло бабочки. Итак, давайте поближе рассмотрим одно из верхних крыльев этой бабочки. Сегодня мы с вами будем вязать вот эту вот полосочку и вот эту вот полосочку. Они связаны по отдельности и потом уже сшивались. Вот такая вот отдельная полосочка для длинной стороны. И вот такая вот полосочка для более короткой стороны крылышка. Ну, давайте я по порядку вам расскажу, как каждая из этих полосок вяжется. Давайте начнем вязание с маленькой, с короткой полосочки. Основа нашего вязания — это вот этот вот шнур-гусеничка. С него мы и начнем. Делаем первую петлю. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Да, внимательно смотрим во вторую петлю от крючка, вводим крючок и делаем первый столбик без накида. Сделали. Теперь поворачиваем вот таким образом. Видим вот эту вот петельку, вводим крючок, делаем второй столбик без накида. Аккуратно. Поворачиваем снова и видим вот эти вот 2 петли сбоку. И под них делаем третий столбик без накида. Начиная с третьего и дальше вяжем столбики под 2 петельки сбоку. Вот 4. И вот таким образом поворачиваем и вводите крючок под 2 петельки. Сделайте 70 столбиков. 5, так, 68, 69 столбик и 70. Вот теперь у вас шнур гусеничка нужной длины. И начинаем следующий этап. Следующее, что мы должны сделать, это нужно связать вот такие вот столбики обвитые вдоль всего шнура гусенички. Для этого делаем 3 петли для подъема. 1, 2, 3. Вот теперь смотрите внимательно. Вот первая петелечка. Вот это вот. Делаем накид. И в эту петлю делаем столбик с накидом. 1, 2, 3 приема. Теперь вот этот вот столбик нужно обвить 5 парами витков. 5 пар виточков. Первый виток поднимаем ниточку на крючок, обводим под столбиками, вытягиваем из-под низу. Следующую ниточку поднимите и следующую вытяните из-под низу. Вот вторая пара. Третий раз также сделайте. Четвертый раз также сделайте. И 5-й раз. Вот у вас должно получиться вот такой вот обвитый столбик, 5 пар витков. Теперь поднимите ниточку на крючок и протяните ее через все петли на крючке. Придерживайте вот здесь вот большим пальцем, чтобы это было сделать легче. Вот смотрите. Нитка протянута. Теперь вводите крючок в следующую петлю на шнуре гусенички и делайте глухую петлю. 1 раз. И во вторую петлю делайте 2-й раз глухую петлю. Вот соединительная или глухая, называйте как хотите. Теперь нужно сделать 3 воздушных петли. 1, 2. И третью воздушную петлю протягивайте через обе петли. И вот у нас с вами рядышком с обвитым столбиком образовался еще один столбик, который точно так же нужно обвить. Точно так же спереди ниточку поднять, снизу вытянуть, спереди поднять, снизу вытянуть 2-й раз, 3-й раз, 4-й и 5-й раз. Вот такой вот столбик получается, да? Старайтесь укладывать виточки ровно друг к другу и протяните рабочую нитку через все петли на крючке. Все получилось.
Дальше точно так же. В следующую петлю вводим крючок, делаем глухую петлю, в следующую делаем глухую петлю, 2 внизу получается, и снова 3 воздушных, 1, 2, 3. Вот получился следующий столбик и 3 воздушных петли. И таким образом продолжайте вязать обвитые столбики вдоль всей длины шнура гусенички. Итак, вот такая полоска должна у вас получиться, да? Довязывайте до конца еще один столбик. Один раз обвить, второй раз, третий, четвертый и 5 раз. Теперь протяните ниточку через все петли на крючке и вот до конца сделайте одну глухую петлю внизу и вторую глухую петлю, и теперь 3 воздушных петли, 1, 2, 3. И вот получилась у нас с вами вот такая вот цепочка из шнура гусенички и обвитых столбиков. Нужно связать вот такую вот обвязочку. Ее называют или рачий шаг, или шаг назад. Называйте, как вам нравится. Я сейчас вам покажу, как это сделать. Смотрите, нужно ввести крючок. Вот вы как вязали, так и продолжайте держать вязание. Вот так вот. Вводите крючок сзади между столбиками и вытягивайте нитку. Вытянули вот так и провяжите. И еще раз в ту же самую дырочку еще раз сделайте такой шаг. Вот 2 из одной. Это для того нужно сделать 2, чтобы у вас не стягивался вот этот вот край. Теперь переходим на следующий промежуток между столбиками. Снова вытягиваем нитку и протягиваем. И второй раз сюда же. Вытянули, протянули. Вот таким образом между каждыми столбиками делайте по 2 рачьих шага, по 2 шага назад. Вот один раз вытянули, провязали. Опять сюда же ввели крючок, вытянули и провязали. Вот такой у вас должна получаться обвязочка. И вот таким образом продолжайте до конца ряда по всей длине. И вот у вас заканчивается ряд. И в конце, вот под самую последнюю дужечку тоже сделайте еще один вот такой вот шаг назад. И теперь в этом месте уже можно ниточку обрезать. Обрезать и протянуть через последнюю петлю. Все. Смотрите, дальше ниточки просто нужно закрепить, как мы с вами это обычно делаем, да, просто протянуть их под плотные элементы. Вот такая вот ленточка коротенькая у нас с вами получилась. Вот теперь будем вязать вторую ленточку, ту, которая подлиннее. Принцип ее вязания такой же, только длина другая, да. Начинайте вязать вторую ленточку длинную, точно так же со шнура гусенички. Делаем первую петлю, сделайте 2 воздушные петли, сделайте столбик без накида во вторую петлю от крючка. Вот так. Сделайте второй столбик вот в эту петлю при повороте, вот она одна. Вот так, аккуратненько. И третью петлю и последующие уже делайте под вот эти вот боковые 2 петельки. Вот третья, четвертая, 5 петля, ой, 5 столбик, извините, 6 столбик. И продолжайте вязать шнур гусеничку, пока у вас не будет связано 170 столбиков без накида. 170. Итак, шнур гусеничка, в котором 170 столбиков без накида, у вас уже готов. Дальше следующий этап. Точно так же делаем столбики обвитые.
Для этого в следующем ряду поднимаемся на 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И вводите крючок в следующую петлю и сделайте столбик с накидом. Вот так. 1, 2, 3. Столбик с накидом готов. Теперь этот столбик нужно обвить 5 парами витков. Поднимите ниточку, заведите крючок за столбик и из-под низу вытяните вторую ниточку. Это одна пара. Точно так же сделайте вторую пару. Точно так же поднять спереди, вытянуть снизу третью пару, четвертую и пятую. Вот так вот. Точно так же, да, как и в предыдущем элементе, делаем столбик обвитый. Вот протяните ниточку через все петли, вводим крючочек в следующую нитку, в следующую петлю делаем одну глухую петлю и вторую глухую петлю. Вот так 2 глухие петли и следующий столбик из 3 воздушных петель. 1, 2 и третью петлю через обе петли. Снова обвиваем вот этот вот столбик 5 парами витков. Поднять, вытянуть. 1, 2, 3, 4, 5. 5 пар витков. И снова протягиваем нитку через все петли на крючке. Протянули. В следующую петлю внизу вводим крючок, делаем одну глухую, делаем вторую глухую. И снова 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Вот таким образом обвитые столбики делайте по всей длине до конца шнура гусеницы. Итак, заканчиваем ряд столбиков. Еще вот один столбик в конце ряда. Обвитие 5 пар. 1, 2, 3, 4, 5. И протягиваете ниточку через все петельки. И вот сюда вот закрепляем, да? И в конце делаем точно так же подъем. 1, 2, 3 столбика. Смотрите, теперь давайте я вам покажу разницу в обвязке. Вот смотрите, вот это вот у нас полосочка прямая, вот прямая, а вот эта вот длинная полоска, она должна быть немножечко закругленная. То есть принцип вязания тот же, столбики обвитые и шнур гусеничка. И здесь обвитые столбики и шнур гусеничка. Но для того, чтобы она вот так вот завернулась дугой, вот этот вот ряд обвязочки последний мы немножечко по-другому сделаем по сравнению с прямой полоской. Вводите крючок сзади между столбиками и делайте вот такой вот столбик без накида, но только как будто сзади работы. И один сделали, и переходим дальше на следующий столбик. Снова сделали один столбик и по одному столбику назад делаем между каждым столбиком нижнего ряда. Вот так вот делаете. И таким образом этот край немножечко стягивается и получается таким вот, выкладывается дугой. Давайте еще несколько столбиков сделаю, несколько шагов назад. Просто назад вяжем, не вперед крючок, а назад. И вот благодаря вот этому вот стягиванию внутренней части получится вот такая вот дуга. Так, вяжем столбики без накида только назад. Вот, вяжем столбики без накида назад. И край получается стягивается. Вот обратите внимание, уже видно, что краешек выкладывается дугой. Выкладывается дуга благодаря тому, что мы делаем вот такую вот обвязку. Ну и подобным
приемом продолжайте вязать до конца ряда, до конца этой полоски. Так, довязывайте до конца ряда вот таким шагом назад. И вот сюда еще один шаг назад. И ниточку можно обрезать. Обрезать и протянуть через последнюю петельку. Смотрите, вот получилась вторая дуга, такая же, как и первая, для части крыла. Вот прямые наши кусочки. В следующих уроках я вам покажу, как соединить между собой эти полоски и как соединить между собой вот эти вот ягодки, чтобы получилось уже целое крыло, да? Желаю вам творческих успехов. До свидания.